Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы с вами почитаем знаки судьбы на ситуацию в какой-то сфере вашей личной жизни. Может быть, не на ситуацию, а может быть, это как советы, подсказки, инсайты для вас о том, что вам важно знать сегодня и прямо сейчас. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни. Прямо сейчас я перемешиваю знаки, о чем вам важно знать, и вы можете прослушать от начала до конца, а можете прослушать выборочно, то есть определив для себя, какую-то конкретную карту, какой-то конкретный знак, да, о чем вам важно знать, слышать прямо сейчас. Итак, если вам тяжело выбрать какую-то конкретную карту, то просто поставьте на паузу, а я буду открывать. Первый знак судьбы касается перемен. Давайте так скажем, эти перемены, они могут быть в отношениях, которые, как будто бы, знаете, или развиваются, или не развиваются, да, вот именно не развиваются, да, или плохо развиваются, или имеют какие-то проблемы. То есть, давайте так скажем, первый знак судьбы о проблемах в отношениях. Поэтому кому это актуально, слушаем, а кому не актуально, по тайм-кодам можете переклассывать, перещелкивать на второй знак судьбы. Итак, перемены, давайте так, больше в отношениях, но кому может быть отношения, не отношения, а может быть это, перемены о встрече с кем-то. Значит, смотрите, у вас наладятся с кем-то отношения. По идее, должны наладиться. И эти перемены, они в отношениях с любимым человеком. То есть, вам открывается дорога. Не знаю, может быть, вы сделаете какой-то обряд-ритуал на сближение. Может быть, просто обряд-ритуал на открытие дорог. А может, вам просто повезет, да? Тут уже будет зависеть от вас. Давайте смотреть еще одну подсказку. Смотрите, этот шанс вы получаете. Сейчас у вас не очень все гладко, да, потому что перемены-то перевернут, перемены в отношениях не очень идут. Но у вас появится шанс наладить сперва отношения, да. То есть у вас этот шанс появляется. Если вы его упускаете, у вас получается так, что, естественно, если вы упустили шанс, то у вас разбитое сердце, да. Нет, здесь про налаживание отношений. У вас получается либо появятся силы, либо появится спонсор какой-то, помощник. В плане того, что обстоятельства помогут или какой-то человек вам поможет. Да? Наладите отношения между вами и вашим партнером. Давайте еще посмотрим. Да, и партнер здесь мужчина. Овен, Телец. Вообще любой знак зодиака. Тут это совокупность всех мужских знаков. Поэтому особенно Овен, Телец, но и любой знак зодиака. Наладить отношения с мужчиной. И мужчина может быть либо на службе, либо военный, либо полицейский, либо просто со своей короной. Давайте еще одну подсказку. Тут получается десятка мечей. Либо вы этот шанс используете, либо вы потеряете эти отношения и этого человека навсегда. То есть, смотрите, первый знак судьбы для пары, которая сейчас, в некой паузе, у вас появляется шанс наладить отношения с мужчиной, и это будет достаточно быстро, то есть скоро. И если этим шансом вы пользуетесь, у вас продолжаются отношения. Если нет, то тогда вы эти отношения не вернете. И логично будет понимать, что если
этот шанс вы не используете, тогда подсказка: вам нужно заканчивать эти отношения, ну и выходить из этих отношений, да, то есть нужно прекращать. Поэтому так, значит, месседж такой. Если в ваших отношениях нет перемен, нет силы желания, нет посредника, нет помощника и нет взаимного движения навстречу, то, возможно, вы уже упустили все шансы, и вам нужно выходить и заканчивать эти отношения. Чем быстрее, тем лучше. В противном случае, если у вас силы есть, то вам судьба дает еще один шанс. Очень скоро у вас этот шанс появится. Если вы его упустите, то вам придется эти отношения заканчивать, возможно, даже не по своей инициативе. Ну окей, следующий знак. Следующий знак: что-то должно либо родиться, либо появиться, либо возродиться. Итак, возрождение или рождение. Вообще карта о рождении. Ну и что-то должно появиться в вашей жизни, да? Новое, да? В чем-то новом. Какое-то новое беспокойство и новая тревога. Тревога может быть по поводу родителей или по поводу детей. Тревога также может быть по поводу обучения. Ну, может быть, вы куда-то поступаете, может быть, квалификацию повышаете и так далее. Вы получите то, на что рассчитываете, и если вы беспокоитесь о детях, они, допустим, поступят куда-то, да, там, получат учебную степень. Это будет нелегко, это будет серьезным испытанием, риски высокие, все будет хорошо, особенно у детей, результат будет позитивный. И если вы планируете беременность, зачатие, рождение, все будет хорошо, если это физически возможно. Ну и вам нужно поторопиться, чем быстрее, тем лучше, но это произойдет, скорее всего, скоро. Также вашего ребенка, особенно мальчика, может ждать серьезное испытание достаточно скоро. С ним будет все хорошо, но ваше внимание как родителя здесь должно быть проявлено. И, например, вы папа или мама, да, чем быстрее вы поможете своему ребенку, сыну, особенно мальчику, тем лучше будет для него. Вот такой месседж. Позиция номер 3, извините. Карты вам хотят рассказать что-то про любовь. Может быть, это любовь вот в паре мужчина и женщина, может быть, какая-то другая пара. Но, в общем, о любви. О любви к мужчине, особенно к Водолею, Весам и Близнецам. Вам эту любовь нужно, во-первых, понимать, во-вторых, защищать, и в-третьих, быть к этой любви более внимательной или внимательным. У вас очень красивый мужчина или красивая женщина. Здесь красота обоюдная, 2 Водолея. Вы можете быть одинаковых знаков зодиака, можете быть пламенными близнецами и можете быть родственными душами. Между вами реально есть химия. Эта карта и эта карта, они одинаковые. Между вами реально есть химия и реально есть любовь. Вы, скорее всего, родственные души, чем пламенные близнецы, хотя, опять-таки, пламенными близнецами вы можете быть. Вам нужно уметь прощать в этих отношениях, и прощение является компромиссом. И какой-то мужчина из прошлого вас как партнера или партнершу, да, или какой-то партнер из прошлого вас не отпускает, не может забыть, очень много думает о вас, любит и в мыслях своих хочет встречи. Вот такой вот месседж. Позиция номер 4. Позиция номер 4. Карты вам что-то хотят сообщить о вашем финансовом канале,
о продаже, о покупке, о мужчине, который продает, о рынке и о, ну, может быть, вообще о ваших деньгах, да, о работе, вот так, или о бизнесе. Давайте разбираться, что хотят сообщить вам карты. Что-то произойдет быстро, настолько быстро, что вы даже не ожидали, как гром среди ясного неба. И то, что произойдет, какое бы оно ни было, оно к лучшему. Вы можете как потерять, так и приобрести, как продать, так и купить. Очень скоро вы, скорее всего, что-то продадите, от чего-то избавитесь, и это вам пойдет на пользу. Например, если вы потеряете работу, это пойдет на пользу. Если у вас будут потери в бизнесе, это идет на пользу, понимаете? Но принять это вам будет нелегко. И вам будет казаться, что ситуация критичная и безвыходная. Может, это уже и произошло в вашей жизни. Но, тем не менее, ваша главная задача сосредоточиться на человеке, которого вы любите, на родителях, на маме, на детях, если таковые есть, и местом силы или местом, где вы сможете сохранить себя от какого-то удара и от какой-то потери, есть родительский дом и есть забота о детях. То есть то место, где вы друг за другом ухаживаете. Но смотрите, здесь как бы карты вообще говорят, что в ближайшее время ваши финансы будут направлены туда, где кто-то нуждается в помощи. Этот кто-то либо родители, либо дети, либо ваши дела будут идти таким образом, что вам нужно будет беречь деньги и очень сильно экономить, потому что будут какие-то потери, и вам нужно будет, ну, как бы рационально распределять финансовый свой канал. Следующая карта о какой-то женщине и вообще, в принципе, о королеве чаш. Но здесь эта карта, она как о какой-то хорошей женщине. И кто эта хорошая женщина для вас, можете поставить на паузу, подумать и, в принципе, написать. Речь идет о хорошей женщине. Эта женщина вам желает добра, она тепло к вам относится, возможно, вас даже любит. У этой женщины серьезные проблемы, и, может быть, она в долгах и нуждается в какой-то помощи. Но как бы эта хорошая женщина может также на вид быть хорошей, на самом деле плохой, ну как бы не очень хорошей и плохой. Давайте проверим, она хорошая на самом деле или нет. Ну, на самом деле она, скорее всего, хорошая, но она ваша родственница. Либо у нее серьезные проблемы. Особенно финансовые. Ну, также может быть какая-то родственница имеет проблемы с деньгами. Но если вы знаете, что у вас есть родственница, которая имеет претензии на ваше наследство, имейте в виду, она может появиться в вашем, как бы, в вашем пространстве. Скорее всего, вам придется помогать какому-то хорошему человеку, или этот человек обратится к вам за помощью. Почему? Потому что у него могут возникнуть проблемы с родственниками на работе и с деньгами. Вам, скорее всего, придется отказать, либо прямо встать на ее сторону. Давайте смотреть, вам отказывать или встать на ее сторону. Если вы ее любите, вы встанете на ее сторону, а если она вас уже прямо так заволновала, заколебала, да, колебания тоже могут быть, ну, тогда вам нужно сделать все, чтобы ей отказать. Ну, такой месседж. Ну и последняя карта, которая говорит о, во-первых, короле мечей. Это Водолей, Близнец и Весы. Но может быть о суде каком-то, это прям судья выпадает. Может говорит о
человеке, который вас осуждает, и может говорить о мужчине с оружием или на службе. Очень скоро вам пойдет информация из суда или человека, который вас осуждает, или вы получите информацию о человеке с оружием. Этот человек сейчас либо не с вами, либо на службе, либо занимается своими делами далеко от вас. Но вам придется, может быть, принимать эту информацию, какой бы она ни была, либо придется использовать все свои ресурсы, в том числе и деньги. И будьте осторожны с информацией, которая идет от судьи, от мужчины с оружием и о мужчине с оружием, о мужчине на службе. О нем может быть негативная информация, неверная, либо нечестность может быть идти от этого человека. Ну и Луна здесь, смотрите, выпадают такие карты, что все, что связано с судом, да, с судом, с мужчиной, со служивым человеком и с государственными службами, вам может пойти влияние и информация, которая недостоверная, неправомерная, нечестная и достаточно, обманчивая, либо негативная. И вам это может ударить по вашему бюджету, по вашим ресурсам, по вашему здоровью, а также очень сильно повлиять на цели вашего будущего. Я думаю, что ви справитесь, а далі покаже только время. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось і до зустрічі. Па-па.